как конфликт возле Сириуса, раскрывает план использования энергии из портала Ориона. Я ваш ведущий и гид Матиас де Стефано. В данном эпизоде мы будем раскрывать события, которые привели к войне за портал Ориона. Все, что существует, каждая реальность в каждом измерении, каждый мир, каждый вид и каждое существо являются проекцией искажения в шестом измерении. Шестое измерение – это как фильтр ядра реальности, искра, семя, сотворяющее все, и зеркала, сотворяющие все различия, становятся теми, которые посредством полярности позитива и негатива формируют идеи, формируют структуры наших реальностей. Поэтому, исходя из этого, выше шестого измерения идеи рас и существ, воюющих друг с другом с целью достижения истины, представляются чем-то нормальным. В случае бессознательной эволюции сражения идет за пищу и выживание. Страх и голод – вот две главные эмоции, толкающие нас либо к свету, либо к темноте. Существа пытаются улучшать себя, поедая других существ, пользуясь их энергией. Обычно так и происходит, что сотворяют улучшение материи. То есть, сотворяются разные виды, разные расы, которые могли бы приспосабливаться к разным окружающим условиям. В случае появления цивилизации сражение принимает совсем другой характер. Теперь битва ведется за то, какой из всех видов способен достигать основного источника энергии с целью сотворения своей собственной Вселенной. Когда вы обретаете сознание, вы осознаете, все, что существует, каждая реальность, в которой вы пребываете, похожа на тюрьму, структуру, в которой вы заперты так, что не можете преобразовывать себя. Вы все время ограничены и управляетесь паттернами, изначально сотворившими вас. Вы подчиняетесь времени и пространству и не можете это изменить. Тогда вы начинаете искать путь к обретению свободы. Быть свободными от изначальных паттернов означает оставлять позади все творение и пытаться все преобразовывать, выходить за рамки времени и пространства. Когда, пребывая в бессознательности, вы добираетесь до каждой энергии из пространства, на следующей стадии, которой вы будете пытаться достичь, вам придется справляться со временем. Следует помнить, что время и пространство – это одно и то же, но на разных уровнях. Время – это потоки, связывающие все, а пространство представляет собой соединение всех потоков под действием гравитации. Поэтому есть лишь два способа рассмотрения истины. Первый способ, реально связанный и действительно целостный, представляет собой пространство. Пространством обладают все структуры, не позволяющие нам выходить за рамки системы. То, что мы называем матрицей. Матрица, удерживающая нас в геометрических структурах, представляет собой все паттерны, которые мы храним в своей крови из истории наших предков, животных и растений, наследовавших информацию на протяжении тысячелетий эволюции. Второй способ – это когда мы пытаемся справляться со временем. Это все равно, что брать на себя роль веревок, связок, ограничивающих всю гравитацию. То есть, для лучей сознания, пытающихся освободиться от времени, это означает достижение способа, посредством которого они могут проходить через каждое измерение и управлять своей собственной Вселенной. Если вы способны справляться со временем и пространством, вы можете сотворять свою собственную реальность. Вы можете становиться своим собственным Богом. Вот почему некоторые достигающие сознания виды пытаются добираться до всех источников энергии, способных преобразовывать себя в новой Вселенной. Отталкиваясь от паттерна шестого измерения, каждое существо в разных аспектах Вселенной пыталось строить Вселенную, исходя из собственного представления о том, чем она является. Поэтому для каждого из них Вселенная – нечто другое. Что же касается нас, у нас есть много религий, много наук, много культур, пытающихся понять, как работает Вселенная. Поэтому вы можете себе представить, что каждый вид на каждой планете по-разному понимает, как она работает. Именно так мы, виды сознательных миров, начинали сотворять идею эволюционного пути к «Я». Несмотря на то, что некоторые из нас обладают разными идеями по поводу того, что есть «Я», все мы соглашаемся с тем, что если бы работали вместе, то могли бы достичь той же цели. В общем, для нас это было бы как ООН. Даже если каждая страна думает по-своему,
и они даже выступают друг против друга, такая организация объединяет каждую нацию. Это место, где вы можете обсуждать или высказывать свои собственные идеи и пытаться решать проблемы за столом, а не путем войны. В состав конфедерации входят многие существа, работающие над процессом обеспечения мира. Но процесс обеспечения мира там не работает так, как здесь. Это не попытка пытаться договариваться с каждым из видов. Там процесс обеспечения мира представляет собой привнесение гармонии в вибрацию каждой планеты. И поскольку они общаются телепатически, они могут просто говорить с видами, посредством времени и пространства, без необходимости физически путешествовать на те планеты. Вот почему для физических форм у нас есть некий вид парламента, где существа могут встречаться и обсуждать проблемы. Но поскольку каждый из нас обладает своим способом мышления, при общении возникают очень большие проблемы. Вот почему нам нужны виды, такие как обитатели созвездия Вега, пребывающие в середине измерения и способные общаться с каждым из нас. Смотрите, одним видом на принятие решения требуется 1000 лет, другим всего несколько минут. Так вот, народы Веги способны одновременно говорить и с теми, кому требуется 1000 лет, и с теми, кому нужно всего несколько минут. Для видов выше 4-го измерения и обитателей 5-го измерения время не проблема, но для понимания того, что они представляют собой божественность, им требуется пространство. Поэтому они нуждаются в видах, способных жить в реальностях 3-го измерения, как другие нуждаются в них, чтобы выживать в 5-м измерении. Это и есть случай плеядианцев. Плеядианцы — это единственный вид, связанный в нашей системой, способный говорить с развивающимися видами не только в прошлом, но и в будущем. Плеядианцы могут видеть и ощущать будущее, но не могут в нем жить. Они не в состоянии преобразовывать свою реальность, они способны только видеть и чувствовать ее. Поэтому, когда они усматривают вероятности, имеющиеся во времени, то, чтобы становиться творцами своих собственных реальностей, они нуждаются в материи. Как я уже говорил, для того, чтобы они могли сотворять свою собственную реальность, посредством 6-го измерения, им требуется пространство и живущие в нем виды. Чтобы достигать 6-го измерения, существа в 5-м измерении должны проходить через 3-е измерение. 3, 6 и 9 — это паттерн, чтобы идти к божественности посредством материи. Вот почему, чтобы справляться со структурой времени и пространства, 5-я плотность нуждается в нас. Из-за этого все так и произошло. Некоторые плеядианцы, не все, некоторые из них решили воспользоваться трехмерным миром, как инструментом для прыжка в 6-е измерение. И чтобы это сделать, им требовалось живыми пребывать в 3-м измерении, они нуждались в уплотнении всех структур 5-го измерения. Поскольку они не могли проходить через порталы 6-го и 3-го измерений, им были необходимы виды, живущие в 3-м измерении, способные выживать в темноте. Тогда плеядианцы могли бы модифицировать структуры в реальности так, чтобы рождаться в этих измерениях. Они добирались до некоторых видов и делали так, что виды начинали осознавать, как развиваться в тех реальностях, выживать в материальных мирах. Такими видами оказались драконийцы. Драконийцы — это обитатели созвездия дракона. У них есть цивилизации, ухитряющиеся выживать в самой жуткой окружающей среде. Драконийцы позволяют плеядианцам справляться с энергиями планет. Итак, для того, чтобы управлять 3-м измерением и помогать загружать информацию из 5-го измерения в 3-е, плеядианцам требовались драконийцы для привнесения информации между 3-м и 6-м измерением. Таким образом, они могли загружать основные паттерны для преобразования реальностей в этом измерении. Но о главных паттернах заботились самые большие порталы в нашей галактике, в частности портал Ориона. Плеядианцы могли общаться со всеми существами, пытающимися разрабатывать идеи и концепции 5-го измерения. И вот что они видели в будущем. Они могли бы управлять и преобразовывать трехмерные реальности в другие уровни сознания, сотворяя свою собственную Вселенную. Даже если нашими целями становилось сотворение другой Вселенной, проблема в том, чтобы сотворить другую Вселенную на основе идей, не связанных с ядром. То есть,
Это было бы искажение, способное сотворить черную дыру, поглощающую каждую реальность и разрушающую все сотворенное. Вот почему никто не мог просто открыть портал. И вот почему им самим приходилось становиться порталами на пути через каждое измерение. Итак, для вхождения в портал Ориона плеядианцы пользовались драконийцами. Они стали брать энергию драконийцев так, чтобы могли самостоятельно открывать портал между измерениями. В измерениях от системы Андромеда до системы Млечный Путь были виды, заботящиеся о связи между временем и пространством посредством энергии, которую на Земле мы называем протикта. Таких людей мы называли тревет. Тревет — это крупные виды, ростом 5 метров, с рогами на головах. Их тела прикрыты. Тревет заботились об энергии, способной открывать порталы между третьим и шестым измерениями. Магнитная энергия и частотный паттерн, сотворенные ими посредством Меркабы, становились даром, инструментом, который они доставляли разным видам, обращаясь с ними так, как мы бы могли себе представить звездные врата. Звездными вратами, которые они сотворяли, были люди из разных измерений, способные идти к ядру реальности и появляться в другой реальности в другой галактике. То есть, тревет были хранителями той информации, того инструмента физическим способом. Драконийцам приходилось брать силу той энергии так, чтобы они могли открывать порталы между измерениями. Чтобы делать это, драконийцам требовалось много энергии. Вот почему они предпринимали вторжение в некоторые миры для захвата минералов, способных резонировать и вибрировать в разных регионах так, чтобы захватчики могли строить машины, сотворяющие высокую вибрацию, достаточную для открытия портала и поглощения энергии из портала Ориона. Вот почему они обращались к видам, которые мы на Сириусе называем Якопти. Якопти были охотниками за энергией, материалами. Минералы некоторых планет оказывались очень полезными для сотворения структуры, материала, отражающего энергию каждого из солнц Ориона. И сотворение такого паттерна энергии открывало портал к протикта так, что они могли привносить эту энергию и преобразовывать реальности шестого измерения в третье измерение. Что они предпринимали? Захватывали такую планету. На одной из таких планет когда-то жил я. Планета называлась Эймпа. Эймпа являлась частью конфедерации, хотя мы понятия об этом не имели. Мы можем представлять планету Эймпа очень похожей на Землю, с миллиардами существ, живущих на ней своими жизнями, но без связи с другими планетами. Мы были развивающейся планетой, и понятия не имели ни о парламенте конфедерации, ни о портале Ориона, ни о чем. Мы просто собирали урожай своей пищи, наслаждались своей культурой. Мы представляли собой амфибии, понятия не имели ни о драках, ни об орудиях труда, чтобы что-то делать. Мы не соприкасались с другими видами вне планеты. Но кое-кто в правительстве знал, что мы были частью организации и что на нашей планете имелись минерал и материал, чтобы их захватывать. Вот почему Якопти нападали на Эймпа, чтобы захватывать энергию, захватывать минералы. Это и стало одним из главных факторов, позволивших нам узнать, что в порталах галактики что-то идет не так. Некоторые плеядианцы, возглавлявшие проект, знали, что это единственный способ, посредством которого они могли загружать в физическую форму весь проект сотворения новой реальности. Но инструменты, которыми они пользовались, чтобы это делать, были темными, поскольку Якопти были настолько оторваны от всего, что не следовали правилам плеядианцев. А последние всего лишь искали другой способ сотворения своей собственной реальности. Даже если бы они были частью конфедерации, Якопти никогда бы не сообщили конфедерации, что просто воспользовались энергией порталов для сотворения своей собственной вселенной. Вот что они сделали: спровоцировали конфликт в портале Ориона, поскольку в то время о портале никто не заботился. Это и был главный конфликт, спровоцировавший гражданскую войну между системами Ориона. Повторяю, основной конфликт возник из-за плеядианцев. Поскольку некоторые из них добрались до Ориона, чтобы сообщить, что другие части системы пытались открыть портал так, чтобы в него могли войти 9 владык тьмы. То, что мы называем 9 владыками тьмы, это 9 систем галактики,
сотворяющих и разрушающих реальности. Мы называем их 9 владыками потому, что они представляют собой тяжелую энергию, которую мы можем соотносить с личностями. Если бы портал был открыт этим 9 структурам, тогда вся система была бы захвачена энергиями, которые не должны управлять материей.